Привет всем! Сегодня у нас среда, 30 апреля, последний день месяца. На сегодня будет закрываться месячная свеча. Давайте посмотрим на рынки. Ни хера тут не поменялось, собственно говоря. Вышли данные по ВВП. И мы чуть-чуть корректируемся, потому что они хреновые на американском рынке. Да, что у нас здесь есть? Посмотрел я, пока рынок стоит в боковике всяких блогеров. Ну, конечно, там пипец. Что творится, мнений там, что только какие показатели не смотрят. Кто-то здесь треугольники рисует, да? Кто-то рисует здесь, ну, треугольник, понятно, на восходящем рынке. Это фигура продолжения роста, да? Кто-то клинья. Кто что рисует. Факт в том, что как бы мы стоим в боковике и непонятно, куда мы выйдем. Никто этого не знает абсолютно. Потому что и с той, и с другой стороны есть объемы. Да? И все это вот одно и то же рассказывает. Кто-то, ну, в основном западный за рост. Наши за падение. Кто-то там смотрит, блядь, показатели доминации. Показатели доминации USDT. Это я вообще хер его знаю, что это за показатель. Да, что такое доминация? Это условно соотношение объема биткоина как бы к объему остальных этих. Да? Ну, не к объему, а к цене. Что у нас, хвост виляет собака или собака хвостом, или что, как бы, что это за показатель, зачем на него смотреть, да? Если взять там 3 года назад, то у нас, допустим, монет было там намного меньше, и капитализация этих монет было меньше, соответственно, доминация тоже в других соотношениях абсолютно была. То есть с каждым годом выпускается больше монет, они имеют каждая там какую-то капитализацию свою, да, соответственно у тебя как бы доля биткоина, биткоин тоже как бы растет, тоже и на этот показатель ориентироваться, как бы, что он дает показатель. Да, а завтра у тебя там, допустим, выпустится еще там миллион монет, там миллион условно мемов, там еще что-то, или какие-то мемы начнут отстреливать, да, с десяток мемов, и у них капитализация будет там на миллиарды больше, или там на сотни миллиардов. Доминация биткоина упадет. Как бы, ну просто что нам дает этот график? И как по нему можно какой-то теханализ строить, там еще что-то. Как бы. Это производная от как бы цены биткоина. И цены остальных альткоинов, да? Как можно ее как бы брать за основу какого-то теханализа и на этой основе говорит, вот сейчас доминация будет падать, как бы вот там какой-то уровень там или еще что-то. Ну это глупость. Да? То же самое про индекс доллара. Допустим, ну кто на Форексе торговал, знает, да? Индекс доллара, что вот мы там каким-то сопротивлением, а индекс доллара рассчитывается там исходя из там, корзины там, других валют. Короче, сказочные долбоебы одни. По-русски, если. Эфириум. Ну что, корректируемся, посмотрим вот эту зону. Сейчас то, что будет, да? Остановимся, не остановимся. Здесь у нас сопротивление. В общем, непонятно. Если бы у меня не было позиции, я бы, честно говоря, взял бы опционы бы и вообще голову бы не заморачивал себе с этими фьючерсами и так далее. И я, наверное, так и сделаю сейчас. Я закрою как бы свои позиции. Ну, не сейчас, в смысле, не знаю, как рынок даст. Сегодня, завтра, там, как получится, так и буду закрывать. То есть, вчера уже рассказывал по биткоину, если сюда выходим, как бы на ретесте я закрываю. Ну, или сюда куда-то спускаемся, здесь закрываю, там, в какой-то убыток, и хрен с ним. И перехожу на опционы, потому что вот это вот какая-то структура сейчас рынка, да, там 2 дня растем, потом неделю, там 10 дней стоим в боковике, где не поторгуешь, причем в узком боковике. Ладно, боковик-то был нормальный. Не знаю, там хотя бы баксов 5, где можно зарабатывать. А здесь, ну и что? И вот они стоят, ну как бы эти, наверное, скальперы как бы могут там что-то тут забрать.
Не все. Сейчас опять там, допустим, день-два как бы будет рост или падение, там не суть важно. Если мы опять в боковике там встанем на неделю. Ну, правда, на опционах тоже, если ты в боковике стоишь, как бы много ты там не заработаешь. Там просто риски другие немножечко. Ну, по-другому считается. Ну, попробуем, по крайней мере. Посмотрим, что будет. Еще порадовала меня сейчас вот доминация USDT. Это сколько? Это типа свободной денежной массы, которая на руках, а как она считается, да? USDT как бы, ну, может на руках он и есть, допустим, он там залочен в каких-то протоколах. Да, там в пулах ликвидности и так далее. Как они считают? Ну вот там доминация USDT, типа вот дофига USDT свободных, и вот мы сейчас полетим. Кто-то хранит в USDT как бы деньги. Ну, допустим, он выходит там из активов, там биткоин продал и все. Я типа сижу, жду коррекцию, вот у меня USDT лежат свободные. Да, и что? Это значит, что как бы рынок пойдет в рост. Это вообще ничего не значит. Это значит, как бы, ну, на руках у людей, у протоколов, там еще там у кого-то, да, есть свободные USDT. Все. А что они будут с ними делать, как бы, это уже, ну, второй вопрос. Если рынок упадет, будут откупать. Если они сейчас на руках, значит, наверное, люди не верят, наверное, что будет сейчас рост рынка, иначе не было бы этого USDT как бы на руках у людей так много. Они бы сейчас залили бы это все в рынок. Значит, они ждут как бы либо лучших цен, либо если рынок пойдет вверх, как бы они почувствуют фома и начнут залетать. Ну, то есть тоже это такие показатели, как бы, которые притянуты за уши как бы, к рынку и к какому-то анализу там рынка. Тезер вчера напечатал 2 миллиарда. Все там как бы довольные такие. Ну, напечатал, как бы, да, значит, кто-то принес туда кэш, условно, или они сами там решили инвестировать. Кто не смотрел, как это работает, как бы, Тезер печатает деньги, посмотрите, у меня там есть видео на канале. То есть Тезеру должны занести кэш. Ну, кэш это условный, понятно, что по безналу, еще там как-то. Не то, что в смысле прям кэш в чемоданах. Ну, им дают доллары, они под эти доллары печатают USDT. Соответственно, доллары потом размещают там либо долговые инструменты, ну, в основном госдолг. И все. Ну, как бы, да, эти деньги, как бы, что они сейчас будут делать? В рынок они сразу пойдут или сейчас будут ждать коррекцию, потом пойдут? То есть ответа на этот вопрос как бы нет. А там, ну, в Твиттере уже такие прям радостные все. Вот 2 миллиарда напечатали. Ну, отлично, 2 миллиарда напечатали. Если кто-то не помнит, или там в Твиттер на меня не подписан, я там каждый месяц публикую, кто и сколько там напечатал. Да, если взять там ноябрь-декабрь, то там по 10 в месяц печатали. Или даже по 20, я сейчас уже не помню. Ну, то есть цифра намного больше была. И это как бы нам не дало гарантии, что мы как бы не ушли там после Нового года в коррекцию. Да, хотя печатали намного больше, чем сейчас. Ну, то есть это тоже такой показатель, притянутый за уши. А единственный показатель это вот график. График и объемы. Ну, на текущий момент объемы, я имею в виду, где, кто, какие позиции по фьючерсам и так далее стоят. Потому что рынок все равно ходит от ликвидности к ликвидности, а не так, что как бы куда вот захотел, там тезер напечатал, или там график доминации там что-то показывает, и биткоин прям пошел туда, куда надо. Доминацию, когда она упадет, еще ждали полгода назад. Ничего не падало. Потому что это бессмысленный показатель, как бы, ну, какой-то теханализ по нему строить и так далее, но это дурость. И непонимание, как бы, вообще, что это такое. И она будет, как бы, эта доминация размываться. Чем больше монет будет, тем она будет по-другому себя вести.
и разная капитализация этих монет. То, что было там 5 лет назад или 3 года назад, и сейчас это две абсолютно разные вещи. Так, ладно. Будем сейчас смотреть. Нам вот надо вниз уходить. Ну, если здесь сюда. 1645, да, у нас? Ну, где-то, да, вплоть до 1573. Война же еще в Индии, Пакистане. Сейчас там начнут бомбить или еще что-то произойдет, и все это рухнет, и всем похрен на доминацию, там, на теханализ и так далее. А может не произойти. Поэтому никто ничего не знает. Это вот ходит в своих этих, куда-то будет вынос. Надеюсь, что сегодня. Я вчера не спал там до 2 или до 3 часов, думал, Трамп будет выступать, там что-то скажет. Как-то рынки отреагируют. Надо посмотреть, надо там что-то вдруг надо будет сделать. Ну, в итоге все закончилось ничем. Трамп особо ничего нового не сказал. И рынки особо не собираются как-то реагировать. Но опять же, надо понимать, что здесь есть покупатель, есть продавец. То есть это не ритейл держит график. У ритейла денег бы не хватило все это делать. BlackRock, может, покупает, да? Потому что они лимитки понаставили как бы здесь, и все. Сколько они там, на 216, что ли, там сказали, что будут покупать. Другие, может, фонды, да, какие-то государственные и так далее. Им же пофигу, где покупать. Ну, там, может, какие-то аналитики сидят, что вот, ну, давайте вот выделили деньги, давайте сейчас покупать будем. Все, лимиток понаставили и привет. Да, кто им мешал здесь покупать, здесь покупать, здесь просто выделили деньги сейчас, и как бы они могли как бы поставить лимитки, которые нас никуда не пускают там вниз, допустим, да, пока они не наберут этот объем. Какой объем, как бы непонятно. Вверх не идем, разгружаться кто-то может. Да, ну а что, хорошее как бы место. Кто там покупал когда-то там по 30, по 60, на 110 как бы пожадничал. Потом рынок укатался на 74, они не стали. Сейчас вернулся, или кто-то покупал по 95 на той коррекции, или там по 92. Они как бы могут здесь закрывать позиции. И это какие-то крупные игроки. Не просто так он здесь как бы стоит, потому что мы там продаем или покупаем. Мы никак не влияем там условно на график биткоина. Ну, ритейл, понятно, что если там какая-то выходит новости, они как бы все бегут толпой что-то покупать, продавать. Ну, то как мы здесь уже стоим неделю, все, кто хотел купить, продать, уже все давно купили и продали. Уже вторая неделя идет. Поэтому кто-то держит. Так, ладно, ребята, давайте до завтра. Будем сегодня смотреть, что произойдет. Все, всем пока.